Да, я из Испании. Нет, у меня нет русских родителей. Да, я выучил русский сам. Нет, я никогда не был в России. Тогда как это возможно, что ты так хорошо знаешь русский язык? Сегодня мы это узнаем. Кстати, для тех, кто не говорит по-русски, не забывайте включить субтитры внизу. Привет всем, меня зовут Педро, мне 21 год, я из Испании и я выучил русский язык самостоятельно. В этом видео я вам расскажу, как я это сделал и в целом мою историю с этим языком. Давайте мы начнем. Вот первый вопрос, который всегда возникает, когда люди на самом деле видят, что я могу свободно говорить на русском, это почему ты выучил русский? Зачем тебе русский? Ты же из Испании сам. Зачем тебе этот язык? Что мне им сказать? Вот, люди не понимают в первую очередь, что иностранец может выучить их язык просто из-за личного интереса. И это был мой случай. На самом деле, есть много чего привлекательного в русском языке для меня. Это не только вопрос культуры, вопрос истории и так далее. Я просто интересуюсь языком в лингвистическом плане. Мне нравится звучание этого языка. Это был мой первый славянский язык. И для меня это все было как новый мир. Я интересуюсь этим языком, потому что я хочу путешествовать в страны, где люди говорят на этом языке, и просто потому что было интересно в начале. Итак, как все началось? Что связывает меня и русские в первую же очередь? Где-то в 2018-2019 году, когда я изучал язык немецкий, я использовал приложение Tandem. Это приложение, чтобы говорить с носителями языка. И хотя я изучал немецкий, я стал очень часто общаться с русскоговорящими. Дело в том, что мне начали посоветовать песни на русском, и я начал их слушать. После несколько времени мне стало интереснее и интереснее. Во время коронавируса я принял решение начать изучать его. Именно 26 апреля 2020 года. Итак, вначале я должен сказать, что было сложно. Представьте, что первое слово, которое вы читаете в новом языке, это «здравствуйте». Как это может быть? Это нас всех пугает, когда мы это впервые видим, потому что это незнакомое слово, и мы совсем не знаем, как правильно прочитать. Вот русский язык довольно сложный язык. В грамматическом плане я уже знал немецкий, поэтому я более-менее понял систему на русском, потому что это похоже. И вначале сложно было привыкнуть ко всей системе. Вначале я часто использовал серии книг Асимил. Очень рекомендую, потому что они мне огромно помогли понимать русскую структуру. Но после 2 месяцев мне стало скучно, и я хотел уже использовать естественный материал. В этот момент, на самом деле, мой уровень был такой себе, но я хотел уже погрузиться в естественный язык. Зато это было сложно в начале, потому что я немного понимал. Я стал слушать подкасты на русском, с субтитрами на английском и на русском, либо только на русском. Те подкасты, которые я слушал больше всего, были Russian Progress и Russian with Max. Я помню, что каждый день, когда я ходил в школу, я слушал новый подкаст. У меня была первая же беседа полностью на русском после 2,5 месяцев. Это было всего 7-8 минут. Это меня очень мотивировало продолжать с изучением. Есть еще аккаунт в Инстаграме, это Russian Language Coach. Она объясняет грамматику и культуру, и все касательно России и русского языка. И до сих пор мне все еще помогает понимать все эти концепты. Есть много чего было сложно, и до сих пор все еще путаю некоторые концепты. На самом деле вы не осознаете, насколько сложен ваш язык. Во-первых, глаголы движения. То, что на испанском это один глагол ir, в русском языке это всего 4, если не больше. Если пешком идти, ходить, если на машине, на автобусе будет ехать, ездить. И для меня это просто один концепт. Я не могу это перевести в разные концепты, поэтому это очень сложно было понять. Ну ладно, стало понятно со временем, но то, что до сих пор сложно, это виды. Что такие виды? Совершенный, несовершенный вид. То есть, какая разница между делать и сделать. Потому что во всех языках, которые я знаю, это просто одно и то же. Например, на испанском это hacer. Вот, поэтому было сложно разобраться с этими концептами. Но, как я сказал, вот, используя эти материалы, стало яснее и яснее. Но, как вы видите, музыка на русском играла главную роль в моем изучении. Кроме подкастов и видео, больше всего я слушаю музыку на русском. Каждый день тренируюсь,
и практикуюсь, даже если не замечаю. Как вы можете видеть, я огромный фанат Макса Коржа, у меня шарф там есть, у меня футболка «Жить в кайф», и его музыка, я думаю, это 50% моего русского. Вы правда не знаете, насколько важной была музыка во всем процессе, потому что музыка не только учит тебя, а в то же время вдохновляет и увлекает тебя. Поэтому я считаю, что у меня довольно хорошее произношение, потому что я постоянно слушаю музыку на русском, до сих пор все еще слушаю, и таким образом очень легко слушать правильные звуки и их повторять. Очень важный день для меня был день, когда я был на концерте Макса Коржа. Это было в июне этого года. И сегодня только что сказали, что будет еще концерт в Варшаве. Если честно, жду не могу. Это много значило для меня, потому что отражал усилия многих лет. И потому что я чувствовал себя частью этой группы. Хотя все говорят, что русский очень сложный язык, для меня это просто кайф. Я реально кайфую от него, мне правда нравится этот язык. И даже после 4, почти 5 лет изучения, я хочу продолжать изучать его, потому что я не перестаю удивляться возможностями, которые мне этот язык дал. Поэтому, ребята, изучайте языки. Если вы страдаете с русским, идите дальше, продолжайте изучать его, потому что стоит. Правда стоит. Или для меня хотя бы стоило. Изучайте языки, потому что язык соединяет всех. Нам всем говорят, что мы живем в разных мирах, и это так не может быть. Язык — это мост между культурами, между людьми. Не забывайте, что языки — это сокровище. И в данный момент я бы сказал, что я никогда не перестану учить новые языки. Вот, ребят, это будет все. Пишите, пожалуйста, ваше мнение, то, что вы думаете, какой язык вы изучаете, что угодно. Я буду вам читать. Если вы носитель русского, пожалуйста, судите мой акцент и мой русский. Скажите, если у меня акцент маленький, не маленький. Пожалуйста, пишите, насколько хороший он и насколько хороший мой русский, конечно же. И да, это на сегодня все. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое и увидимся в следующем видео. Пока-пока.